И снова здравствуй, мой дорогой зритель. Стоило мне на этой неделе выйти в офлайн всего-то на какие-то 24 часа, так я пропустил все самое жирное веселье в CS2 с легальным ВХ на официальных серверах и последующим быстрым фиксом игры, из-за чего вылилась куча подробностей об античите, который готовился разработчиками. Да-да, вы не ослышались. Сегодня поговорим, почему он не вышел, где разработчики допустили ошибку и в целом от чего пошла такая жара с читерами в игре. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Не знаешь, чем занять себя в первый месяц весны? Самое время испытать удачу и попытаться выбить классный скин на Hellstore, играя против реальных людей. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый Coin Flip, где ты один на один сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, которым ставишь значение, и если линия ее прошла, ты в шоколаде. Но если тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Не теряй времени и переходи по ссылке в описании. Ну что же, уже по-моему каждому в этой игре известно, что у нее нереальные проблемы. Аж до такой степени, что комьюнити прям штормит биполяркой. И я, если честно, думал, что только со мной это происходит. С одной стороны, начинаю их ругать, а уже через какие-то 2 часа, ну они же стараются. Хотя со стороны ни хрена и не скажешь. Но сейчас мы с вами пройдемся по некоторым событиям и нюансам, которые в совокупности приводят нас к цепочке одной теории, которая вполне может оказаться фактом. Короче, многие уже знают, что с 7 по 8 апреля в игре происходил еще один трешак с возможностью использовать запретные команды на официальных серверах. Для тех, кто возможно не в курсе или этого не застал, коротко поясняю. На всеобщее обозрение показали, как можно использовать некоторые команды, которые по идее нельзя использовать при включенном SV-Cheats. Ну и соответственно началась жара, и каждый захотел это попробовать и повеселиться. Исход, конечно же, был очевиден. Разработчики быстро отреагировали и выпустили обновление с фиксом. Ну а некоторых весельчаков забанил Faceit. Но прикол в том, что этот баг, как и писал в своем телеграм-канале, существует еще с бета-версией игры. Ну а команда CL&B Box и вовсе спокойно работает при прописанном параметре разработчика, обходя SV-Cheats. И вот запись его работы в апрельской сборке 2023 года, а вот уже в октябрьской 2023 года. Ну и, конечно же, начало марта нынешнего года. При этом о баге сообщалось разработчикам через их же рекомендации в блоге еще в августе прошлого года. Ну и, как вы могли понять, баг прожил не каких-то там 24 часа, а целый год с лишним. Так что о морали по поводу обнародования багов на большую аудиторию можно уже окончательно забыть. По всей видимости, это, конечно, мое предположение, но разработчики, походу, начинают дергаться тогда, когда уже происходит лютая жесть в игре. А искать, простите, инфлюенсеров, эдаких золотых мальчуганов, которые на короткой ноге с разработчиками и щекотят им яйца, ну, такое себе, это так не должно работать. В любом случае, обновление от 8 апреля нам дало хоть какое-то понимание происходящего. Почему античит перестал вообще реагировать и что вообще произошло. Но сразу оговорюсь, все сейчас сказанное основывается на цепочке из некоторых фактов. Наверняка знать всю истину на 100% никто не может. Я лишь прошу вас внимательно слушать и сделать какие-то свои выводы на этот счет. Ну и было бы неплохо, если вы еще и поделитесь своим мнением в комментариях. Короче, в обновлении от 8 апреля разработчики не только пофиксили клиентскую часть игры, но и включили модуль на официальных серверах, который старается блочить команды, которые можно обойти. Не просто какой-то там конфиг, запрещающий SV-Cheats как таковой, а конкретно что-то наподобие модуля или плагина, который отслеживает консольные команды, которые явно не пригодятся вам на официальных серверах Valve. И после этого
цепочка событий, скажем так, сошлась. Так что давайте все же пройдемся по ней. В марте 2023 года CS2 выходит в закрытый бета-тест, и в ней находятся участки меню панорамы UI с упоминанием VAC Live, которая запускает финальную сцену матча и сообщает о забаненном игроке. В то же время на официальной страничке бета CS2, где нам рассказывают о всяких новых приколах игры, в файле CSS стилей данной страницы обнаружен блок, который должен был рассказывать о новом античите. Блок с данной информацией, к слову, так и не появился на сайте, хотя вы его до сих пор можете найти в стилях все на той же странице CS2. Далее, приблизительно в июне 2023 года начинает работать тот самый VAC Live и появляются первые баны в матчах, из чего становится понятно, что это какой-то либо новый модуль или плагин сервера, который отслеживает аномальное поведение игрока. То есть не факт, что фиксирует чит, но пытается определить нечестность игроков по поведению и, возможно, имеет более широкий спектр информации для вынесения вердикта. И, скорее всего, этим источником информации стал как раз-таки новый сабтик, на который разработчики возлагали большие надежды. Но, как мы все знаем, с ним начались проблемы. И вот уже начиная с релиза CS2 в конце сентября стали появляться ложные баны. Но они были не настолько значительными, чтобы поднимать шум. Отправной точкой, конечно же, стал декабрь, в котором прошла просто огромная волна ложных банов, под которую попал и я, да и многие другие медийные личности. И прикол в том, что волна произошла после обновления игры и зацепила тех, кто сразу же пошел на официальные сервера. И да, поэтому я склонен думать, что тут есть какие-то подвязки с сабтиком, так как перед этим они вносили некоторые правки как раз таки в него. Разработчики по итогу сняли почти со всех баны. Напоминаю, это был декабрь, и вроде бы все хорошо, но нет, система продолжала выдавать ложные баны. Да, не в таком количестве, как мы увидели в декабре, но все же продолжала их выдавать, вплоть до самого февраля. Потому что что? Правильно, разработчики решаются на тот самый шаг с отключением данного модуля. Потому что, возможно, так до конца и не поняли, в чем у них там проблема. И теперь мы с вами тут, в рассаднике читеров. Однако теперь вы можете взглянуть на ситуацию под другим углом. Ну и сделать свои какие-то выводы. Да, возможно, я какие-то моменты упустил, но походу все сводится именно к этой цепочке событий, где разработчики поставили не на ту лошадь. И опять же напоследок, 100% мы знать не можем, как на самом деле у них все произошло, но данная теория имеет место быть. И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!